У нас очередной вопрос от одной из наших постоянных слушательниц, наша подписчица, которая пишет нам, что с помощью наших видео начала работать над собой и замечает уже успехи в этой работе, и она очень рада и гордится ими. Но теперь у нее возник такой вопрос. Что делать и как быть с засильем патриархата? Ну что ж, мужчины, вооружайтесь камнями, сейчас будете бросать. Сейчас я вам скажу такую фразу, уж не знаю, как вы на это все дело отреагируете, но патриархата в принципе быть не должно в нашем обществе. Вот был когда-то на Земле матриархат, и это как бы ученые очень четко доказали. И вот я вам так скажу, если бы матриархат не сменился бы засильем патриархата в силу физических возможностей мужского населения общества, то у нас был бы совершенно другой мир. А сейчас мы получаем и живем в том мире, который мы получили благодаря патриархату. Мир полный войн, агрессии, конкуренции, да, мир полный такого стресса, который нам в принципе не нужен, но мы в этом живем. И смотрите, вот очень простой пример. Значит, если мужчина глава государства, и если женщина, женщина миллион раз подумает, прежде чем, например, развязать войну. Почему? Потому что женщина, она все-таки занимается деторождением, да, и послать огромное количество детей на бойню, которые мужчины называют casualty или просто потери. Да вот если бы хотя бы один мужчина в этой жизни родил ребенка, ох, он бы всем бы рассказал, что не надо так просто относиться к человеческой жизни, да? Ну что ж, вот просто это маленький пример, да? А теперь объясню с энергетической точки зрения, почему мужчины не должны править миром, почему миром должны править женщины. Смотрите, у нас 7 энергетических чакр. Это энергетические части нашего, значит, тела, да? В середине, да, это 3 снизу, 3 сверху. В середине у нас чакра жизненной энергии. Нижние чакры, я еще очень люблю шутить, что мужчины у нас думают нижними чакрами, да? Нижние чакры, они больше ответственны за, скажем, продолжение рода, за заработок, но они такие более земные, приземленные части, да, нашей жизни. И вот у мужчин как раз вот эти вот чакры и развитые, понимаете? И в соответствии с этим их предназначение на Земле – это строить этот мир. Это, если должна быть война, то не агрессивное нападение, а война по защите. Это единственный повод, который должен быть для войны. Понимаете? Дальше еще интересней. Значит, а верхние чакры, которые больше развиты у женщин, вспоминаем, это какие чакры? Это сердечные чакры. Поэтому, когда мы говорим про мужчин, что они бессердечные, в принципе, мы правы. Отсюда мужская жестокость, понимаете? Отсюда эта вся агрессия, потому что по их чакрам, по более развитым нижним чакрам, да, у мужчин это, как что говорится, в крови, это их менталитет. Завоевать, агрессивно что-то урвать, что-то построить, вот это вот все. А у женщин наоборот, они сердцем живут, вот сердечные чакры, да. Дальше идут общественные, да, там связи, чакры. Дальше там идет там третий глаз, например, да, там и вот и дальше все это пошло. А дальше там вообще идет краун, да, и эта седьмая чакра, она отвечает за связь с высшими силами. Редко мужчины достигают такого развития. 7 открытых чакр
Это очень редко люди бывают. Это очень редко. И то в каждой чакре всегда есть какие-то блоки, да, заблокировались люди каким-то образом, да. Значит, смотрите, получается, что у мужчин, которые больше все-таки по нижним чакрам развиты, у них нет связи с высшими силами. Даже если есть, они минимальные. Вот поэтому и говорится, что мужчина с женщиной соединяются и превращаются в одну. У женщин больше развиты нижние, у мужчин нижние чакры, а у женщин высшие. И когда они соединяются, они как бы дополняют друг друга, понимаете? Мужчины приносят в этот союз все вот это вот, да, обустроить мир, построить мир, защитить мир. И женщины внести в мир уют, внести в мир общественное какое-то сознание, да, красоту, творчество, да, и связь с высшими силами. Поэтому мы имеем этот мир полной жестокости, агрессии, захватнических войн по той простой причине, что, даже если идет война, то это вот женщина должна сказать, зачем она должна вестись, понимаете? И вот даже есть такие фразочки, очень удачно церковными людьми затираемые, уж извините, что вот там жена убоится мужа, так это мужчине надо бояться, потому что без женщины у него очень низкий шанс быть единым с Богом, понимаете? Потому что через женщину мужчина обретает связь с высшими силами гораздо быстрее. Через мужчину женщина, не тратя излишних физических сил, обретает земные ценности. Мужчина и женщина должны быть вместе. А в нашем мире мужчины и женщины против друг друга. И чтобы вы понимали, насколько важно, чтобы женщины правили миром, вот заметьте, возьмите древние века, средние века, какая-то фигня сплошная, да, какие-то темные царства, государства. Лет где-то там, я не знаю, там 100-200 назад, да, там женщины что-то начали предпринимать попытки сбросить мужское засилье, да, какой-то там феминизм в этой жизни 100 лет назад зародился, пошел. И обратите внимание, как быстро последнее время развивается наша цивилизация. Под мужским засильем она так что-то тихо там, потихонечку, там что-то как-то колупалось. Средние века, темные века, древние века, и все что-то то копья, то лошади, да, то на копьях, то на лошадях, да. А сейчас технологии взлетели, да. Развитие человеческого общества взлетает. Вы понимаете? И все это напрямую в зависимости от того, насколько больше свободы получает женщина. Мужчины милые, сделайте себе, пожалуйста, большой подарок. Прекратите себя мнить властелинами этого мира. Отдайте женщинам свою корону и займитесь делом. Перестаньте убивать, перестаньте разрушать, начните строить. У вас это прекрасно получается. У вас более практичные мозги, у вас более точные мозги, да? У вас больше целеустремленность, потому что вы для этого созданы. Вы строители этого мира. Ну а что строить? Спросите у женщин, они вам подскажут. Обратите внимание, значит, машиностроение, технологии. Все легче, проще и проще. Уже додумались до машин, которые сами по себе ездят. Мужчинам, что ли, это надо? Да, ни в коем случае. Мужчины, дайте ему рычаги, он там будет во все стороны рулить. Женщина села, пока сушит ноготки, доехала. Понимаете? Весь мир для женщин. И вот когда вы стараетесь для женщин, мир и получает самое большое развитие. В конечном итоге вам жить легче. Ваша мужская сила не в том, чтобы уцепиться зубами во власть. Ваша мужская сила в том, чтобы перестать заниматься этой фигней и пойти строить мир. Большой, красивый, светлый, без насилия. И в то же время полной любви, гармонии и взаимопонимания. Ну все, вот как-то так. Люблю, целую.